Здравствуйте! Сегодня приготовим очень вкусный и очень сладкий десерт. На севере Греции, во Фракии, называется самсавес, а на юге Греции, на Пелопоннесе, называется самусавес. Есть хоть одинаковый рецепт, но есть одно маленькое отличие между ними, и сегодня я приготовлю северно-греческий вариант. И всегда, когда надо десерт полить сиропом, надо сперва сварить сироп, чтобы сироп охладился, и потом охлажденным сиропом поливаем горячий десерт. В одну кастрюлю я налила 4 чайные чашки сахара, 4 чайные чашки воды, сок одного лимона, и кожуру от лимона не выкидываю, тоже варю его вместе с сиропом, и одну палочку корицы. У меня были маленькие корицы, очень тонкие, я добавила 2. Вместо лимона можно добавить 1 апельсин, тоже также сок одного апельсина, и кожуру от апельсина тоже сварить вместе с сиропом. Варим сироп, когда начнется варка, варим ровно 5 минут. Также растапливаем сливочное масло. Для начинки нам понадобится кунжут, который надо его пожарить на сухой сковороде. Обжаренный кунжут перекладываем в другую посуду, чтобы побыстрее остыл. А теперь нам надо грецкий орех, миндаль и кунжут перемолоть в мелкую крошку. Когда я впервые узнала, что есть такой десерт самсавес, первая мысль была такая, что у узбеков есть пирожок с мясом, который называется самса. И не могла понять, почему греки тоже назвали какое-то блюдо самса. Оказывается, это по-гречески с ушами будет кунжут, а на местном диалекте, так как в деревнях очень часто не выговаривают все слово, они сокращают, и сокращенно самса это будет кунжут. А так как слово самсавес это множественное число, значит самса это каждый кусок, а много этих кусочков называется самсавес. Еще я хочу сказать, что вы на экране смотрите большое количество ингредиентов, потому что я буду готовить двойную порцию. Сестра попросила, чтобы я приготовила и второй противень, потому что хочет угостить друзей, знакомых и коллег за то, что поступила ее дочка в институт. У нас так делают, когда кто-то что-то достигает, кто-то куда-то поступает или что-то, то, что он очень сильно желает и у него сбывается, он угощает всех. А по рецепту у меня будет написано пропорции на 1 противень. Итак, промолола я орех, миндаль и кунжут. Теперь я добавляю 1 чайную ложку корицы и гвоздику на кончике, на кончике ложки. Надо хорошо размешать корицу и гвоздику с орехами. И добавляю еще сахар, белый обычный, но если вы не хотите белый, вы можете добавить коричневый. Для десерта нам понадобится на 1 противень 1 упаковка теста фило. Знаю, я вам обещала приготовить и показать вам, как можно в домашних условиях сделать тесто фило и как хранить. Но из-за жары я не хотела этого делать, честно говоря. Но сейчас, как уже немного похолодало, я на днях сделаю и очень скоро я вам покажу. 1 лист теста прилип к целлофану, и нехорошо я смогла его снять. И у меня получились кусочки. Эти кусочки ни в коем случае не выкидываем. Я вам сейчас покажу, как можно их использовать. Итак, возьмем 1 лист теста фило, сверху побрызгаем его маслом, и побрызгаем, а не намажем маслом кисточкой. Сверху поставим еще и 2 лист теста фило, также побрызгаем маслом и добавим нашу начинку на
на весь лист. И теперь нам надо завернуть изделие в трубочку, но без тонкой деревянной палочки это будет невозможно. И так как у меня ее нет, я взяла иголку для вязания, и с помощью иголки я заверну изделие в трубочку, потом с боков я немножко прижму, так чтобы получилась эта трубочка как гармошка. Вначале сложила немножко теста, чтобы иголка не прикасалась масла и орешками и так далее, ну, чтобы было более так аккуратно. И как вы видите, я с боков немножко прижимаю, оно становится как гармошка, и эта иголка или палочка легко удаляется. Ставлю изделие на один поднос и продолжаю делать уже второе. Сейчас я вам покажу, как я сделаю то же самое с теми кусочками, которые у меня неудачно удалились от целлофана. Первый ставлю хороший кусок, хороший тестофило, поливаю, брызгаю маслом и сверху уже аккуратно складываю сказать, кусочки фило и продолжаю потом ставить орехи и так далее, и потом также заворачиваю иголкой. Также прижимаю с боков к центру, и сверху получается тесто как гармошка. Также убираю на один поднос и продолжаю заворачивать другие трубочки. Противень, где будем печь самсадес, надо хорошо смазать маслом. И теперь уже берем каждую трубочку, режем ее по косой. Ну, толщиной пусть будет как два пальца. Края убираем и не ставим на большой противень. И теперь уже выкладываем все эти кусочки теста на противень и отправляем в духовку печь. Но самую большую ошибку, которую делают, ну, те, кто не знают, как правильно печь из теста фило, типа баклавы или другие изделия, это они ставят на большую температуру на маленькое время. Ошибка – это то, что думают, что если верхний слой теста фило, он немножко покраснел, значит, что изделие уже готово. Нет, это не так. Надо, наоборот, ставить на маленькую температуру, и если можно, чтобы дольше по времени оно пеклось. Я, например, ставлю на 170 градусов, и оно у меня печется от 50 до 60 минут. Как вы видите, у меня самсадес идеально пропеклись, и это потому, что я их оставила на меньшую температуру и дольше в духовке. И это надо делать для того, чтобы и внутренние слоя теста фило пропеклись. Не знаю, если я вам правильно это все передаю, не знаю, если правильно вы это все воспринимаете, но делайте так, и у вас тоже очень хорошо получится. И еще хочу сказать, что поливать сиропом надо, не надо быстро, не надо всю кастрюлю наливать на десерт. Надо аккуратно, по одной ложке, тихо-тихо. А идеально будет, если вы приготовите его вечером, а покушаете его на следующий день. Это я вам показываю, что идеально пропеклись все слои теста внутри, и они внутри у меня не белые. И еще хочу вам сказать, что это где-то через пару часов после поливания сиропом, поэтому они у меня еще немножко суховатые листы, и внутри, ну, посередине еще, как сказать, ну, сироп не дошел. Приготовьте вы этот очень вкусный десерт самсадес. Я очень скоро выложу видео, где я вам покажу, как в домашних условиях можно приготовить тесто фило.
Буду рада, если вы приготовите, вы мне напишите, как вам понравился или нет этот десерт. Ну а я тут с вами прощаюсь, целую, обнимаю вас крепко-крепко. Увидимся в следующее видео. Пока!